Друзья, приветствую по поводу того, что происходит в нефти и с акциями российских нефтяных компаний. Давайте отдельно рассмотрим, что и как. Так, вышло новое коммюнике ОПЕК по поводу того, что снижение со стороны ОПЕК плюс будет 9,7 миллионов баррелей в сутки вместо 10, но это в связи с Мексикой. На самом деле, то есть определенная информация о том, что не будет соблюдать особо никто это снижение, что вот это решение саудиты и американцы пошли для того, чтобы перегруппировку сил произвести. В целом дальнейший тренд будет на вытеснение Российской Федерации с нефтяных рынков Дальнего Востока и Европы. Будут использоваться малейшие придирки и поводы для того, чтобы какие-то санкции вводить и выжимать. Уже как бы вот опубликованы цены, которые саудиты заявляют на май. Я в предыдущем выпуске их показывал. То есть из них следует, что Саудовская Аравия планомерно за счет дисконтов выдавливает Россию как с дальневосточного, так и с европейского рынка. Так, давайте рассмотрим Роснефть. Сейчас по Москве 15:01, 13 апреля. Так, нефть сейчас тестирует опять 31,1, бьется в районе этого уровня. Дневной таймфрейм по Роснефти. Давайте посмотрим более детальные таймфреймы, более обширные. Так, если вот мы с вами сейчас смотрим месячный таймфрейм, то у Роснефти у нее вот есть диапазон, в котором она сейчас находится, устойчивый, который идет где-то от 290 до 360. Вот этот вот диапазон очень хорошо проторгован, пока она в нем находится, она торгуется, набирает позу для дальнейших движений. Соответственно, если происходит пробой 290, и она там закрепляется, то есть не прокол, а именно закрепление устойчивое, то в этой ситуации она будет уходить вот в этот диапазон 265-235. Но мы с вами в марте видели, вот такой был удар. Но здесь, вернувшись в эту проторговку, она собрала позиции, точнее крупные игроки здесь собрали позиции, и она вернулась в более высокую проторговку, где сейчас и находится и идет вся основная игра. Исходя из недельного таймфрейма, здесь у нас ситуация следующим образом развивается. Высока вероятность того, что в ближайшее время мы сходим на цель 296-297. Здесь, судя по всему, был набор позиций крупными игроками. Тут у нас как бы есть все признаки консолидации с одной стороны, вот в этом диапазоне 358-264. Достижение верхней границы, прокол с откатом, далее разворотная формация и высока вероятность того, что в ближайшее время сходим вот куда-то сюда. В том случае, если у нас все-таки нефть, она пойдет расти на 36,7 и выше, там 39 с копейками, 40, то отсюда мы увидим движение вверх, пробой вот этой границы 400 и закрепление над ней. В том случае, если будет проторговка в диапазоне 31-35, то у нас движение по Роснефти будет строиться вот в этом диапазоне, в районе где-то 386-320. Если, допустим, какие-то будут негативные события или корпоративные новости, или нефть уходит по 31, что маловероятно, можем краткосрочно увидеть движение вот куда-то сюда. Как только она эту цель отработает, у нее появится энергия для дальнейшего роста. Это исходя из недельного таймфрейма. Так, сейчас одну секундочку, надо там посмотреть. Ага. Так, то, что касается дневного таймфрейма, у нас здесь такая формация округлая образовалась, разворотная. Но эта разворотная формация, если она реализуется, у нее первая цель движения это 310, на которой она вполне успешно может затормозиться и не пойти ниже 300. То есть здесь, с одной стороны, как бы вот есть все основания для того, чтобы идти вниз. С другой стороны, здесь очень сильный уровень 300-310, где вот это движение вниз, оно может увязнуть и начать проторговываться. В том случае, если все-таки будет пробой 290 на объеме,
Следующая цель движения — это вот диапазон 265-235. Сейчас пока не пробит уровень 330, 320, 325, 330, то сохраняется вот эта консолидация. И в рамках консолидации, которая находится в диапазоне 332, 355, идет движение цены сверху вниз. Как только пробивается верхний или нижний диапазон на растущем объеме и закрепляется, мы увидим ускоряющееся движение. Если это будет здесь, то движение вверх. Если это будет снизу, то вот возврат в диапазон 310-300. Так, 4-часовой таймфрейм также подтверждает, что у нас здесь такая консолидация идет. Но эта консолидация, она вот при пробое нижнего значения, где-то 330-325, она закончится движением на 310-300 вот сюда, вот в этот диапазон. Пока 330-325 не пробито, будут колебания в этом диапазоне 300-355. И по факту набора позиций возможен выход с пробоем верхней границы. И цель движения, первая по 4-часовику, это 412. Вот здесь сильный уровень, который на 400 находится. То есть его, если пробивает, будет добитие и прокол до 412. Так, но часовик у нас указывает на то, что сейчас, судя по всему, по нефти будет отбитие и движение наверх. В этой ситуации по акциям Роснефть первая цель движения это 344 и далее 350. Пробитие 355 на растущем объеме уведет сначала тестировать вот эту двойную вершину 387. Скорее всего, она будет быстро пробита и дальше движение на 400. В том случае, если нефть сейчас будет падать, то здесь пробой 330-325 и уход сначала вот в эту консолидацию и потом дальше движение вниз по 265. Но здесь, наверное, на меньших таймфреймах смотреть смысла нету, потому что очень сильно влияние нефти, и поэтому здесь как бы есть, скажем так, фактор, который он преобладает над локальными какими-то позициями, наборами, донаборами сильных игроков. Далее Лукойл, месячный таймфрейм. Но здесь, по сути, вот это вот движение, когда возник вот отбой и пошло вниз, оно первую цель снижения, которое от 4500 до 5000, оно вполне отработало и здесь закрепилось. Ну вот был прокол, который зашел в следующую область, где был набор позиций 3850-3880. Если пойдет повторное тестирование вот этого двойной впадины, то здесь, скорее всего, движение уже будет с пробитием и переход в диапазон 3100-2650. Вот сюда, вот в этот диапазон. Но пока вероятность такого события, если нефть 31 не пробила и не ушла на 20, она не очень большая. Здесь, скорее всего, мы будем наблюдать либо проторговку, либо какой-то отбой вверх. И только движение вниз и уход приведет к тому, что акции Лукойла, они пробьют вот этот локальный низ 4560, 4550, 4600, 4550 и последует сначала на двойную вершину, потом в предыдущую проторговку вот сюда. Так, но недельный таймфрейм указывает на то, что мы сейчас находимся в консолидации. Вот здесь после падения был разворот, и сейчас идет отбой от верхней границы консолидации, от сопротивления. Вот эта консолидация, она получается у нас находится в диапазоне 4300, 4240, 5240. И как следствие того, что если идет пробой верхней границы 5240 без объема, скорее всего будет откат и движение в рамках вот этой проторговки. И в таких ситуациях целесообразно продавать со стопом, разумеется. Стоп здесь на 5365-5370. В том случае, если идет движение к нижней границе, а нижняя граница здесь 4250, 4260, здесь имеет смысл покупать со стопом 4150, 4140. Но в том случае, если нефть летит к 10 долларам за баррель на огромных объемах, разумеется, то здесь покупать не нужно, потому что будет это говорить о том, что это будет пробито
и полетит цена на Лукойл вниз в район сначала там 2500, потом 2 и так далее. Вот. Мы полагаем, что сейчас до начала мая вероятность обрушения нефти она не очень большая. Скорее всего 31 и выше будет. Вот. Но надо помнить, что это процесс вероятностный, может произойти и обрушение, и стопы как бы надо по-любому ставить. И не испытывать никаких иллюзий, что он там будет расти или будет падать. Когда человек начинает так думать, рынок всегда идет против него. То есть совершается действие, ставится стоп, ставится тейк и все, и никаких там эмоций и иллюзий относительно того, вот я еще немножко подожду, это делать категорически нельзя. Итак, сейчас по Лукойлу консолидация 4260, 5240, исходя из недельного таймфрейма. Так, вот дневной таймфрейм. Исходя из дневного таймфрейма, то есть здесь вот с одной стороны проторговка, по дневному таймфрейму эта проторговка находится в диапазоне 4970, 5300, то есть такая вот коротенькая проторговка. Здесь с учетом одной стороны, здесь получается консолидация, с другой стороны вот эта округлая формация с разворотными свечами, которые вполне могут привести к движению вот сюда, вот к сильному уровню 4650. Но пока не пробито вот это вот значение 4860 на объеме, наиболее вероятно, что откаты, даже если они будут к этому значению, они будут выкупаться и будет движение по возврату вот в этот проторгованный диапазон, который 4960, 5280, вот сюда вот. Так, если здесь рассматриваем часовик, то по часовику произошел разворот отсюда 4965, и цель движения здесь ближайшая находится на 5160. В том случае, если здесь закрепление проторговка, дальнейшее движение на пробой 5271 и дальше движение на пробой 5364. Если же будет движение вниз и пробой с закреплением 4930, то в этой ситуации мы увидим в начале отработку цели, которая на 4850, потом пробой 4790 и возврат в консолидационный диапазон 4690, 4440, вот сюда вот. С учетом того, что нефть все-таки вокруг 31 крутится и набирает, судя по всему, позу, не пускает ее под 31 закрепиться, вполне как бы вероятно, что и движение Лукойла вверх, оно более вероятно, нежели пробитие вот этой поддержки и уход на нижние уровни, которые вот здесь находятся. Вот. Поэтому, если выполняется сценарий наиболее вероятностный по нефти, мы в ближайшее время увидим по Лукойлу рост и движение к тем уровням, которые вот здесь считаются по часовику и по более длинным таймфреймам, о котором мы сейчас говорили.